Что ж, дело в том, что до этого вышла первая часть этого видео, и она будет в этом видео тоже, просто немного видоизмененная. Этот ролик должен был выйти в сентябре, но я лох, у которого очень много уроков, и он просто не успел все сделать нормально в срок. Первая часть вышла просто, чтобы выложить хоть что-нибудь. Это уже полное видео. То, которое я планировал в сентябре. И да, у меня наконец нормальный компьютер. Хотя при написании сценария еще нет, но скоро будет. Надо только БП выбрать наконец. С нормальным компом мне намного удобнее делать видео и вообще контент в целом. Так что поздравьте меня. Так, подписывайтесь на мои соцсети, Telegram, ВК, Tumblr. Также еще можете послушать мои треки, а также и на фриланс-соцсети, Telegram, Discord, ВК. Все ссылки в описании. Приятного просмотра. До конца года, конечно, осталось 4 месяца, но рассказать о том, что произошло, я думаю, надо. Да и тем более, в школах мы уже такие сочинения не пишем, да и не думаю, что я смогу сделать такой же масштабный ролик на конец года, ибо ничего не вспомню. Так что надо пилить сейчас видос про то, как я провел свое лето. Сделал я, конечно, не все, что хотел, да и отдохнуть как-то не получилось, но все же это были хорошие каникулы. Да, я учусь в школе в 9 классе, так что это последнее мое лето без экзаменов. И июнь начался буквально с того, как я пошел на работу. Видите ли, я школьник, и поэтому я решил немного поработать, дабы заработать себе на новый компьютер. В июне я работал в трудовом лагере, и это был ужас. Ладно, что работа сама по себе грязная, так еще и работал с одним мудаком. Вообще, это был очень травматический опыт, и мне бы не хотелось его вспоминать, но, кажется, я буду вспоминать его всю жизнь. Дело в том, что я потлатый говнарь, а ему, походу, такие люди не нравятся. И именно поэтому надо было поливать меня говном и говорить, что я как девка. Ну, блин, я тоже многих людей не люблю, но я же не веду себя как мудак и не поливаю их говном. Я держу себя в руках при любых людях, но у него такого нету. Никакого уважения и терпения к людям. Это был пиздец, я отвечаю. Про бас. Короче, где-то около 2 последующих историй не будут полными, если я не расскажу вам о том, что случилось еще до начала лета. Где-то 8 мая я заказал себе бас-гитару. И 30 мая она пришла. Моей радости не было предела, само собой, когда мне пришло письмо на почту. Я почти сразу же пошел забирать мою новую гитарку. Когда я пришел домой, я само собой распаковал свой бас и начал настраивать. Если честно, то если прям вообще писус, то тогда стоит доверять телефонным тюнерам, а так они кривые, тем более если настраивать бас. Так, что же произошло? Я порвал 4 струну. Это на минуточку самая толстая струна на басу, по крайней мере на 4-струнном, на 5-струнном гораздо толще. Как это вышло? Я перекрутил колок. Самое главное, так это то, что седло отошло от бриджа, и я подумал, оу ноу, что же мне теперь делать? Но оказалось, что под натяжением струны седло и так плотно прилегает к бриджу. Просто, когда порвалась 4 струна, на бридже остался отпечаток, будто оно было приклеено или типа того. Я знаю, звучит тупо, но это был мой первый опыт с электрогитарами. Тем более про бриджи никто не говорит. Так что, само собой, я не знал, что да как. Короче, еще я на работе был с моим другом, с которым я давно уже был знаком. Иногда после работы мы с ним ходили в музыкальный магазин. Вначале он покупал электрогитару, а потом мы шли туда, так как там работал мастер, который мог бы разобраться с проблемами наших гитар. У меня, кстати, бас вообще не настроенный пришел. В смысле, высота струн не была отстроена, и мензура тоже. А руки настраивать их у меня дошли где-то в конце июля, а начале августа, что вообще писос. Также я начал играть в Lovers of Ether. Прошел до конца месяца. Особо сейчас не буду рассказывать про нее, ибо когда-нибудь сделаю отдельный ролик, но не скоро. Также я начал играть в шанты и риски с Revenge. Не прошел, так как интерес под конец лета к игре совсем пропал. Обзор сделаю тогда, когда буду говорить об июле. И да, за этот месяц я сделал почти все ролики за лето. Видите ли, у меня нет своей собственной комнаты, где я бы мог запереться и записывать видос. Так что мне всегда приходится ждать, когда никого не будет дома. И я ясно понимал, что летом у меня не будет времени записывать. Так что я записал весь контент заранее, а именно вот эти видео.
Короче, на обзор на ТикТок у меня было где-то 3 дня, и я в самом видео об этом говорю, кстати. Ну ладно, вообще я хотел вам рассказать об этом, но у меня мало времени на написание сценария, чтобы ждать, когда же кто-нибудь запустит стрим. А следующее, что я вам поведаю, началось еще в мае. Я начал делать превью на заказ. Вначале искал ютуберов, писал им, потом, как раз таки в июне, я сделал группу ВК, Discord сервер и телеграм-канал. В июле я сделал постер и начал говорить, что еще и постер делаю. Вскоре, уже в августе, я начал мониторить ТГ-каналы по фрилансу. А зачем вообще сменил род деятельности? И теперь я делаю превью, постеры, пиксель-арт, графику для игр и саундтреки. Короче, закажите, пожалуйста, ссылка в описании. А еще я начал то ли в июне, то ли в июле, не помню, короче, смотреть Regular Show. И я считаю это очень недооцененный мультсериал. В то время как многие говорят про Adventure Time, Steven Universe или Amazing World of Gumball, никто не говорит про Regular Show. А ведь этот сериал очень хорош. Правда, официальный дубляж не очень. Персонажи с высоким голосом имеют чересчур высокий голос, а с низким чересчур низкий. Но когда ж русский дубляж был хорошим, верно? А еще в июне было очень мало контента. Я хотел отдохнуть от 9 месяцев учебы, наверное. Но зато вышел кавер на Болен и обзор на прекрасную игру Мега Сервал. Июль. Июль начался с другой работы, на этот раз нормальной. Нужно было просто играть с детьми, и по сути я был вожатым. Хотя дети сами себя развлекали, и я ничего не делал на работе особо. Но были опасения того, что я попадусь на мудацких коллег. Но нет. Парень, с которым я работал, оказался неплохим человеком, хотя мы и работали по сменам. Итак, время рассказать побольше о Шанты и Risky's Revenge. Мне эта игра показалась намного казуальнее, чем первая часть. Дело в том, что атака в первой части сопровождались анимацией, из-за чего надо было попадать в эти самые кадры анимации. Если честно, не знаю почему так, хотя было бы странно, если бы урон наносился при замахе. Также, когда в первой части я постоянно умирал, то во второй я умер раза 3, наверное. Хотя все же игру я забросил, так что точно судить не могу. Также в середине июля я начал делать этот ролик, или по крайней мере придумал идею и начал потихоньку писать сценарий. Хотя все же большую часть сценария я написал в августе, так как я ленивая жопа. Если что, не поэтому видео выходит редко, хотя из-за этого тоже. Короче, я начал смотреть аниме под названием Bocchi the Rock, и это было второе просмотренное мной аниме в этом году. А за последние 2 года третье, наверное. Итак, мои мысли о просмотренном. Ни для кого не секрет то, что я очень люблю музыку. Ну а еще, это тоже не совсем секрет, но в инете я говорю это впервые. Я люблю играть на бас-гитаре. Ну и из-за всех этих фактов можно сделать вывод, то что Bocchi the Rock это офигенное аниме для меня. Я не буду в этом видео ничего спойлерить, но хочу сказать, что когда увидел басистку, я моментально влюбился. А еще это аниме познакомило меня с жанром психоделический рок, из-за чего я начал слушать много гражданской обороны. Ну и теперь я не позер, который знает только лишь одну песню, а реал фанат гражданской обороны. Также это аниме заставило меня больше думать о том, что я хочу играть в группе. Ну и даже если летом я проводил попытки попасть в группу, все это не увенчалось успехом. И при записи этого видео тоже. Короче, я сходил и подстригся в этом месяце. До этого я ходил стричься в феврале. Ничего такого, просто хотел чуть-чуть подровнять и подстричь кончики. Захожу я, значит, в парикмахерскую и начинаю ждать, когда меня позовут. Стригла меня женщина в возрасте, так сказать. Я ей сказал, как я хочу, и она меня подстригла. А также она мне уложила челку. Когда я пришел домой, я охерел. Мне сделали такое каре на челке, что я сам на себя не был похож. Короче, неудачно меня подстригли, и такая прическа у меня пока такая же. Это мне 400 рублей стоило, кстати.
В этом месяце я решил сделать свою игру. Дело в том, что каждые полгода ко мне приходит вот это непреодолимое желание сделать игру. Так-то желание сделать игру пришло мне еще перед началом лета, я хотел сделать визуальную новеллу, но из-за потери интереса и желания писать сценарий, хотя я даже план не дописал, проект так и не увидел свет. Ну, по крайней мере, пока. Так вот, в июле я хотел сделать игру под названием Cilus Cat Game, который представлял бы собой сборник аркадных игр, таких как Flappy Bird, Змейка и Pong. И почему вообще игра должна была быть про кошек? Во-первых, интернет любит котиков. Во-вторых, мне не хотелось придумывать каких-то интересных персонажей. В-третьих, просто так. И вообще, за лето я сделал все для этой игры, кроме технической части. Я вообще не умею программировать и хотел сделать игру на конструкторе игр Construct 2, но не срослось. Я попозже в этом видео вернусь к этому. И в этом, наверное, месяце я послушал группу «Адаптация пчел». Они играют Cyber Grunge, и мне зашло. Особенно песни, в которых говорится о том, как страшно жить, но нельзя опускать голову. Такое очень сильно вдохновляет. Короче, если заходит гранж и электронщина, советую. Также в этом месяце я подключил гитару к компу. Вначале были проблемы, ибо у меня ноут с одним входом мини-джек. И я не мог понять, как заставить его работать, как линейный вход. Но все же у меня получилось. И да, кстати, если у вас нет денег на Guitar League или вы не хотите пиратить, то просто воспользуйтесь BandLab. Очень крутой сервис, не только для написания музыки, но и для распространения. А еще я нашел своего бати видеорегистратор. Ну, знаете, вот эта штука, которую в машине вешаешь, и она записывает. Так вот, я благополучно забрал ее, и так и не смог заставить ее работать. Батарея убитая, а карты, которые она принимает, у меня не имеется. Так как нужны карты формата TF. И я сам не знаю, в чем отличие от SD. Но все карты, которые у меня были, просто не лезут. А тратить деньги на TF карты у меня нет. Также я нашел на Авито фотоаппарат 11-годичной давности, который продавался в комиссионке за 200 рублей, наверное. Я вначале думал взять, а потом понял, что качество не то, да и не особо люблю что-то фотать. Так что я не взял этот фотик и не жалею. Просто тогда мне очень хотелось начать записывать ролики на камеру, тем более какие-нибудь кавера. Август. Август начался с того, с чего закончился июль, так что не будем заострять внимание на том же самом и перейдем к более важным вещам. В этом месяце я поучаствовал в геймджеме. Не один, конечно, программить я не умею, как вы знаете. Я был саунд-дизайнером и художником, а со мной в команде был программист. Я пожалел, что взял именно этого программиста. Ничего личного и все прочее, просто он не показал своей работы. А лишь сказал что-то вроде, ну, до этого я делал технодемки для того, чтобы понять, как сделать те или иные механики. Но он не показал эти технодемки. Итак, давайте по порядку. Первый день. Джем начался вечером, так что мы просто определились с игрой, потом я сделал чуть графики, один трек написал и пошел спать. Второй день, с моей точки зрения, так-то одного дня джема еще не прошло. Короче, день начался отлично, я встал, поел, и потом батя сказал, что ему нужна помощь в очистке погреба в гараже. Ну, что ж поделать, пришлось идти. Я потратил на это где-то часа 3. В следующих днях нету смысла говорить, так как я просто работал над игрой и все. Но самое главное, так это то, что игра получилась не такой, какой я хотел, чтобы она была. То, как я не знал о том, какие игры делал программист до этого, сказалось. А я ведь такие офигенные треки записал для игры. А теперь я не хочу их вам показывать, так как вы сможете найти эту игру. Мне просто не нравится качество игры. Оно не хорошее, и мне не хочется с ней ассоциироваться. Вывод: всегда надо узнавать, какие работы делали другие люди в команде с вами, чтобы понимать качество окончательного результата. Пожалуйста, расписывайте игру просто вот до мелочей, ибо иначе возникнет недопонимание. Один человек думает, так игра будет выглядеть, а другой по-другому. Но все же это всегда опыт. Я не жалею, что поучаствовал.
я в этом месяце начал писать больше сценарий к этому ролику. Этот и прошлый блог я пишу 28 августа. Вот так вот. Наверное, в этом месяце я начал слушать «Гражданскую оборону». Изначально я решил почитать о жанре психоделический рок и заглянул в Википедию. Там я увидел группу Летова, не «Гражданская оборона», не буду ее называть, и так можете прочитать. Послушал я одну песню, а потом понял, что «Гражданская оборона», что эта группа, это одно и то же. Даже песни те же самые, не знаю, почему они так решили сделать. Ну так вот, как я и говорил, мне зашла «Гражданская оборона», даже слишком. Мне очень нравится. Помните про Cat Game? Так вот, в этом месяце я начал разработку игры под названием Kevin The First Strike. Игра должна была быть технодемкой, чтобы я смог разобраться с движком. Она, наверное, проходилась бы за минут 5 так-то. К сожалению, игра не увидела свет и, возможно, не увидит, кто знает. Так, в чем была проблема? Дело в том, что я разрабатывал игру на движке Construct 2. Сейчас актуальна только Construct 3, но чтобы ее получить, нужно тратить 6000 рублей в год. Никогда не любил подписки. А Construct 2 уже не поддерживается, хотя установить пробную версию можно. И это очень тупо. Если вы не поддерживаете софт, то почему бы не отдать его полностью? Но тут виноват маркетинг. Дело в том, что если возможности нету, то человеку придется купить новый софт. И, как я понимаю, переход на Construct 2 произошел только потому, что Construct 2 был без подписки. И если нету возможности купить Construct 2, то люди пойдут оформлять подписку на Construct 3. Давайте немного расскажу об игре. Эта игра должна была быть в однобитной стилистике, из-за чего я решил, что будет отличной идеей сделать главного злодея чем-то вроде чернил, что поглощают все вокруг. Гениально! Ведь когда у тебя палитра из 2 цветов, само собой надо потратить один цвет на главгада, да и вообще однобитная стилистика, она довольно-таки сложная сама по себе. Увидит ли свет игра? Не знаю. Я уперся в потолок Construct 2 и сделал 100 событий, из-за чего я больше не могу сделать, так как максимум 100 в пробной версии. Есть вариант купить Construct 3, но, во-первых, я не хочу тратить 6000 рублей в год, с учетом того, что у меня вообще нету денег. Во-вторых, я не знаю, стоит ли оно того. Я очень плохо думаю логически, из-за чего программирование для меня сложно. О, так ты досмотрел до этого момента? Класс! Ты просто не представляешь, как я рад. На данный момент в сценарии 6 страниц и уже почти 7. Так что походу это самый длинный ролик на моем канале. Конец уже почти близко. Всего 3 блока осталось и эпилог. Теперь 7 страниц. В этом месяце вышел обзор на ТикТок. В видео я говорил о том, что я писал сценарий и записывал звук в жестких дедлайнах. А монтаж подвергся той же участи. Его я сделал дня за 3. Вообще, так как я делаю этот ролик постоянно в дедлайнах, весь ролик получился говно. Когда-нибудь я переделаю этот ролик, но уже с другим названием, с другой мыслью, но и не скоро, само собой. Также я еще мог рассказать про августский челлендж. Немного в лайве, наверное, расскажу, возможно. Но если ничего не будет, то значит я расскажу в лайве, и я наговорю всякой фигни, без сценария. Августский челлендж. Смысл в том, что я должен выкладывать каждую неделю новый трек. Вышло 6 треков по итогу. Да, пару треков вышло в сентябре. Вот, на самом-то деле очень хороший опыт. Я научился во многих других жанрах писать, в многих других программах. Первый раз попробовал записывать на живых инструментах, гитара и бас-гитара. То есть реально это очень важный момент был. Так еще и чуть-чуть раскрутиться получилось, потому что чаще намного ролики начали выходить. И не только чаще ролики начали выходить. Аудитория чуть-чуть немного, но и прибавилась. Я надеюсь, я не наговорил сейчас всякой херни в лайве. А я люблю такое, я не умею нормально выставлять задачи. Я мог что-то вообще упустить. В лайве я записывать не умею. Первый комом, возможно, когда-нибудь я научусь. В принципе, но вот так вот получается, да. Итак, этим летом я не так много успел сделать, но я думаю, оно прошло не зря. Идей на лето было много, но я либо ленился, либо был занят.
Я все равно счастлив, как оно прошло, даже несмотря на то, что иногда мне было плохо. Но это ведь жизнь такая, верно? Спасибо большое тебе за то, что ты посмотрел этот ролик. Это многое значит для меня. В описании можешь посмотреть еще моего контента, соцсеточки есть, там Телеграм, там, где... Ну, короче, то, что я там в начале ролика говорил, вот это вот все. Перейди, пожалуйста, поставь лайк и подпишись там. Это очень сильно помогает продвигать мой контент. Ну что ж, пока.